Привет, привет! День номер 67. Сегодня займемся дранкой уже всерьез. С той стороны я уже фактически доделал. И здесь буду удалять вот эту новую дранку и перебивать ее. Как бы возвращать на место старой. И в прошлом видео говорил, что вот здесь, вот эти доски, где они не связаны дранкой, посередине между балками, вот тут балочка, и вот здесь посередине они гуляют. Мне это не нравится, и я на монтаже, я же монтажирую ролик, я там несколько часов смотрю его, пересматриваю, и я такой, стоп, а почему это я не могу ничего сделать? А вроде бы даже очень даже и могу. Попробую убрать это колебание, но сначала вот от этих вот ежей, дикобразов очищу все и сделаю как здесь. То есть возобновлю ее. Восстановлю дранку по всей этой плоскости. Удалил эту новую дранку и сейчас буду как бы восстанавливать вот эту вот сетку из дранки. Вот эту новую дранку я вот приготовил уже по ранжиру, разложил, длинные, короткие, еще более короткие. Ну и сейчас помаленьку буду набивать, восстанавливать ее первоначальный вид. Помните, я вчера вот шевелил вот там досочки, да, вот в том углу, вот там, в этом треугольнике, и говорил, что я не знаю, что здесь делать, они шевелятся. Ну, так и оставим, наверное. Плакал там, страдал. Так вот, я монтировал ролик, и на монтаже, как бы, я же много раз пересматриваю. И я сам смотрю, как я там ною в этом углу. Смотрю, ною и ною. Стоп, думаю, есть решение. Конечно же, есть решение. Вот оно, это решение. Это штукатурный маяк. Сейчас покажу шевеление здесь, какое происходит. А потом покажу, как получилось там. А там хуже. Там нет балки. Я вас обманул. Вот тот рисуночек. Вот окно. Вот окно. Идут 3 балочки. Вот здесь. Идет двутавровая балка. Вот проходит двутавр. И 4 я нарисовал, что на комнату идут 4 штуки. Нет, их всего 3. Их 3. 1, 2, 3, а 4 нет. Я прям между досок там пробовал, там протыкивал по-всякому, тыкался туда. Нет, я ее не нашел. То есть получалась вот эта доска, которая темная. Эта доска, она висит просто так, потому что ровно над нею проходит двутавр, ровно над нею, то есть ей некуда закрепиться, и она там вообще вот так вот ходила. Сейчас поднимемся сюда, покажу, какое тут движение, а потом покажу, насколько удалось его убрать с помощью вот этих вот, не знаю, как это назвать, что это, скрепляющих пластин каких-то. Вот как двигается здесь. А сейчас пойдем там посмотрим. А теперь вот здесь. А нету этого движения, нету его. А эта доска очень сильно ходила. Она сейчас чуть-чуть ходит, чуть-чуть там, какой-то миллиметр может. Но раньше это было хуже. О, все, намертво. Кстати, да, дранку я восстановил полностью. И еще хотел показать, ну я так делаю, не знаю, надо, но не надо. Я еще докручиваю саморезы, просто отдельно, вот такие, со шляпками. Но не до конца закручиваю их, вот. Мне кажется, таким способом дранка все-таки слабенькая, старая. Держит это на слабеньких гвоздиках. Ну, где-то я подкрутил там саморезом. Но все равно, мне кажется, что вот эти вот штуки, вот эти вот недокрученные саморезы, они будут чуть-чуть нагрузку с дранки снимать. То есть, хоть как-то, но все равно уже на нее будет как бы приходиться меньший вес. Вот такое какое-то понимание. Естественно, что потом, перед штукатуркой, мы прокрасим все эти саморезы грунтовкой по металлу.
для защиты от коррозии. Ну и вообще все, что видно, что, вот, что оно металлическое. В этом способе вот с вот этим штукатурным маяком я вижу один только минус. Я меняю естественное положение досок, потому что я их стягиваю, и они как бы немного проворачиваются. Сейчас покажу. Вот я тут наживил. Видите? Движение произошло какое. Еще один. И она чуть-чуть двигается, доска. Она меняет свое естественное положение. Вот здесь, на вот этой кривой доске, вот хорошо должно быть видно вот это движение. Сейчас попробуем. Видите, двигается. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это плохо, конечно, потому что я меняю естественное вековое положение. Она так 100 лет простояла, а я ее чуть-чуть как бы разворачиваю. Но с другой стороны, это как бы, я вижу это меньшим злом. Вот этот проворот, чем если оставить, и они там будут бултыхаться и вот совершать колебания. Вот такое вот мнение. Но сейчас это намного лучше уже. О, я пытаюсь поджать, видите, уже держит, уже держит. Вот, ну-ну, уже отлично. Ну, я еще один так прокину сюда, с этой стороны, так же, как с той стороны вот. Сделал, также еще вот здесь прокину один. Ну, я вижу в этом меньшее зло, скажем так. Кстати, про длинную биту. Вот сейчас начал крутить, что-то я раньше ими не пользовался, но вот эта длинная бита для шуруповерта, она настолько экономит вот работу на потолке, я не мог раньше додуматься, сейчас додумался. Вот этих 15 сантиметров лишних, это по мне 30%. То есть, когда, если бы не было, да, вот короткая бита, и вот что мне не надо руку, как бы, получается, изгибать сильно. Во, на тени видно, то есть, с короткой битой я бы должен был вот так ее поднимать, а с длинной битой только вот так. Очень экономно, классно, экономит силы. Рекомендую для работы на потолке длинные биты. А я раньше их боялся, потому что я однажды продырявил палец, так, пык. Слетел у меня с самореза, и я прямо в палец себе воткнул. Именно длинной битой. Но сейчас что-то как-то приноровился, и очень нравится. Рекомендую. Очень хорошо работать таким инструментом на потолке. Вот закрепил еще один этот луч. Вот, сейчас попробуем, как будет двигаться. Ну, вы видели, как двигалось? Сейчас попробуем. Ага. Ну-ну. Вот где-то вот чуть-чуть там, может, миллиметр-два есть ход. Ну, это уже намного меньше, чем было. В общем, это стало покрепче. Но опять же ценой того, что мы чуть изменили направление досочек. И еще здесь же будет вот этот гипсовый угол декоративный, да? Маяк 6 миллиметров. Я думаю, что я гипс подсрежу. Если будет маяк мешать, я срежу гипс просто. Либо, ну, подзадавлю его, как-то задавлю. Сам маяк, да, молотком придавлю его как-нибудь. Ну, бить тут неохота, бить с этой штукатуркой всей. Но вот поддавить как-то можно. Вот я думаю, я обойду этот момент как-то. Вот. Вот, что получилось в итоге. Углы вот эти без дранки укреплены, дранка восстановлена. Дранка старая, хлипкая, поэтому докрутил еще саморезы, которые вот помогут удерживать вес штукатурки. Вроде получилось неплохо, я доволен, но времени ушло прилично. 2 дня я вот ходил, сражался с ней тут. Не быстро это дело. Ну и ладно, мне понравилось. Наш подписчик Дмитрий Юркин написал вот такой комментарий сегодня, что если бы у него был такой объем работ реставрационных, то он бы закрыл все сверху гидроизоляцией, весь чердак. Так, давайте посмотрим тогда. Эти вопросы здесь уже обсуждались с собственниками. То есть они сами размышляли о том, как можно защититься от протечек. Там мы знаем вот этот ряд досок, потом балки, потом на балках еще ряд досок, и там идет сверху мусорная засыпка. Все, дальше крыша. Крыша из металла, металлическая крыша, все. То есть любая там протечка, и все прям течет сюда, прямо в этот потолок. Возможность это обсуждалась, это стоит таких приличных денег, это не такое-то дешевое удовольствие.
как мне кажется. Но я вижу в этом другую проблему немного. Я вижу в этом проблему слива воды. Вот если будет протечка, она будет серьезная, а там все закрыто, куда она потечет? То есть организация слива вот этой излишней воды, она может потечь к соседям, как-то вывести наружу его, как там вывести наружу? Либо в канализацию спустить к себе в квартиру этот слив, но мне кажется, такое надо делать на этапе начала ремонтных работ. Но такие разговоры здесь велись. Я вот не слышал, чтобы делали подобное. Теоретически, наверное, можно, но, скорее всего, будут какие-то могут быть административные проблемы вот с этим. Чего это вы тут себе закрываете чердаки? Вы кто такие, да? Ну, как бы вот. Не знаю. Но идея, конечно, хорошая. Да, будет жалко, если будет протечка, это все будет готово, оно будет в нормальном виде, оно будет покрашено, и естественно, что будет сразу же желтое пятно. Огромное желтое пятно. Ну а что делать? Я не знаю. Я думаю, что раз собственники уже думали об этом, уже велись такие разговоры, то, скорее всего, возможно, они так и поступят в будущем. Сейчас на этапе ремонта все такое пятнистое, грязненькое, а вот когда все будет чистое, классное такое, да, покрашенное, стены, потолки, все будет работать, наверное, да, наверное, они так и поступят. Все же основную проблему я вижу именно в организации слива. То есть сделать непромокаемую поверхность, да, а вот куда сливать оставшуюся воду, которая вдруг появится там, вот это мне непонятно. Ну ладно. А Саша здесь вот выкручивается, изгибается и домазывает эту большую розетку, ее периметр, потому что его можно сделать гипсом. Там гипс к гипсу и нет нужды в грунтовке. Поэтому мажется это все гипсом. Вот так-то. И здесь она угол сделала. Он теперь готов. Вот так. Ну и насчет всей вот этой проделанной работы, вот с этим восстановлением, с этим ухом, это, конечно, прикольно, классно, когда ты видишь, как ничего не было и как оно там стало. Но следует понимать, что это нормальная рядовая работа лепщика-реставратора. Она может быть экстраординарная какая-то, но это все равно более-менее такая сносная, нормальная работа. То есть ничего такого прям великолепного, как бы в этом нет. Это работа. Эта работа, она делается именно так, делается медленно, делается сложно, делается тяжело и долго. Плюс к тому, делается она на потолке, что еще больше усложняет, утяжеляет, удлиняет и тому подобное. Всего доброго, до свидания, пока-пока.